Здорово, народ! Видеокарты от AMD умеют становиться легендами. Одна только RX 580 чего стоит. Посмотрите, сколько у нее разновидностей. Там 2048 SP, там 4-гиговая, 8-гиговая, замайненная китайцами, замайненная русскими. В общем, вариантов немерено. А еще ведь были R9. А еще есть на этом свете RX 550. Также мир видел RX 5700, но это было в прошлом. Ко мне тут мой товарищ обратился. Ну и в условиях ограниченного бюджета нужно было собрать пекарню, дабы ее владелец поиграть мог в любимую игрули, не обламываясь. Вот в этом видео я уже рассказывал о том, как это сделать. Ну, собственно говоря, я и отправился по проторенной дорожке. А к чему была речь про видеокарты, да, спросишь ты? В сборке для моего товарища видюхой служит AMD Radeon RX 6600. Это отличная видюня, просто топ за свою цену. Вся комплектуха для этого ПК покупалась на Озоне, и видяха стоила вот столько. Что мы с вами можем получить за 20 тысяч рублей в магазине на 3 буквы? Нихуя! Только каличные 4-гиговые огрызки. А здесь вы вдумайтесь, абсолютно новая, мощная видеокарта. Впрочем, давайте посмотрим на саму карточку и процесс ее распаковки. Значит, с Китаю Великого приехала вот такая вот коробочка прямо из-за Великой Китайской стены. С Озона. И здесь у нас с вами контентик лежит, контентик. Китайский воздух. Еще китайский воздух. Вот такая вот красотка RX 6600, исполнение от Gigabyte. На архитектуре RDNA 2. Так. Давайте взорвем упаковку. 3 вентилятора, 8 гигов GDDR6. Все по-китайски. Охлаждение VentForce, как несложно догадаться. Коробка в коробке. Так, значит, что мы тут имеем? Макулатура. Поролонка. Собственно говоря, самое ценное в этой упаковочке. Ух ты. Заклеена фирменным гигабайтовским скотчем, то есть видеокарточка у нас новенькая. В ролике также будет скриншот ее цены. Так. Ну и что у нас тут? Да, видюха абсолютно новая. На пломбе. Доп. Питания 8 пин. Холодилочка у нас VentForce. Обожаю новые железки. Запах китайский. Это, как несложно догадаться, действительно абсолютно новенькая видеокарточка. Обожаю это делать. Так, что у нас по портам? Значит, HDMI. 2 HDMI, 2 дисплей порта. Вот такая вот красотулька. Итак, что после обзора тестового стенда погоним в тесты. А теперь давайте посмотрим на подробные характеристики этой красотки. Здесь у нас 8 гигов видеопамяти GDDR6, шина 128 бит, 1792 потоковых процессора, частота GPU 2044 МГц с турбобустом до 2491 МГц. Также видюха поддерживает дрессировку гусей, но, к сожалению, включать ее я вам не рекомендую. Это все-таки бюджетная видеокарта. Нет, конечно,
конечно, проставив FSR на производительность, вы смогли бы посмотреть на волшебные лучики, но FSR все-таки шакалит картинку очень сильно. А значит, в таком RTX попросту нет никакого смысла. Так что думай сам, включать эти свистоперделки или ну их. Ну, с главным действующим лицом познакомились. Теперь давайте посмотрим на стенд, на котором будем проводить тестирование нашей красавицы. Тут, как всегда, мой основной комп, то есть Рязань 5500 на мамке MSI B450 Gaming Plus, 16 гигов оператоса на частоте 3200 МГц. Ну и я предлагаю перейти в игры и посмотреть уже наконец, что такое AMD RX 6600. Напоминаю, что в моих роликах с тестированием любого железа вы видите только нативное разрешение. То есть в тестах не используются апскейлинги ни одной из компаний-производителей. Соответственно, при использовании апскейлингов можно получить ощутимо больше кадров. Первая игра на тестах это Counter-Strike 2. Full HD, высокие настройки, и в контру порубишься в 150-200 кадров в секунду в зависимости от сцены. Ну а если захочешь больше кадров, то снижай настройки и все будет отлично. Хотя, в принципе, мне бы хватило и такого фреймрейта. Ну тут уж смотри сам. Вторая игра Киберпанк 2077. Все так же Full HD и высокие настройки. В этой игре получаем 64,25 средних кадров в секунду. Как видите, здесь очень плохой минимальный FPS 3,84. На самом деле причиной этому стало то, что игра была запущена с обычного жесткого диска. Зато максимальный FPS прекрасен. Аж 116. Короче, Киберпанк пройдешь без проблем. А следующей игрой на тестах становится Far Cry 6. Здесь игра оптимизирована под AMD. В начале игры нам во весь экран показывают логотип AMD. Ну и естественно Full HD и на высоких настройках игра рисует нам 95 кадров в секунду в среднем, 121 максимум и 70 минимум. Роскошная производительность. Пройдешь игру, если захочешь, конечно, вообще не заморачиваясь. Напоминаем, что ночью в городе действует комендантский час. В ваших интересах соблюдать правила, установленные правительством ради вашей безопасности. Forza Horizon 5 также отлично оптимизирована и тут на высоких настройках. И все в том же Full HD разрешении в зависимости от сцены. Получаем от 70 до 100 кадров в секунду. Естественно, никаких проблем с прохождением Forza у тебя не будет вообще. In 400 meters, turn right. Turn right. In 100 meters, turn right. Turn left. In 400 meters, turn right.
Мир боевых канистр при Full HD и ультра настройках нарисует в районе 130-150 кадров в секунду, что естественно более чем достаточно для комфортной игры. В общем, с такой производительностью ты уже точно никак не сможешь пожаловаться на лаги, а значит придется становиться папкой-нагибатором. Ну, и последняя игра на тестах — неоптимизированный кусок дерьма Starfield. И даже в этой помойке, на Full HD, на высоких вниманий, на высоких настройках, без апскейлингов, то есть совсем без апскейлингов, имеем 40-45 FPS. В общем, ты даже этот самый Starfield сможешь пройти, ну, если, конечно, вдруг захочешь поиграть в это недоразумение. They're done! Ну что, народ, я думаю, никто не будет спорить с тем, что RX 6600 вполне способна претендовать на звание следующей легендарной видеокарточки от красных. Ведь в среднем ценовом сегменте у нее попросту нет конкурентов. За исключением, кстати, как ни странно, RTX 2060 Super. Да, кстати, в следующем ролике мы с вами столкнем эти две видюхи и посмотрим, какая из них лучше, какая хуже, а может быть у них паритет. Поэтому, чтобы следующий ролик не пропустить, подпишись на канал, ну и, как обычно, что-нибудь нажми, что-нибудь напиши под этим роликом. А у меня на сегодня все. Всем всяческих благ, всем удачи и пока-пока.